Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. И в этом видео мы будем делать новую брошь под названием помада. Эта брошь будет идти в комплекте. До этого мы делали с вами брошь под названием губы. И я решила, что будет неплохо сделать ей пару. Итак, брошь помада. Но прежде подписываемся на мой канал, ставим лайк этому видео и жмем на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Приступаем! Для работы нам понадобятся пяльцы и фетр. У меня это фетр толщиной 1 мм, цвета фуксия. Запяливаю его и излишки обрезаю. При помощи обычной гелевой ручки я обвожу выкройку и дорисовываю недостающие детали. На черном фетре толщиной 1 мм я также вырезаю небольшую выкройку, чтобы добавить объема этой броши. Пришиваю обычными швейными нитками. Делаю это таким образом, чтобы стежки не выходили за контур, потому что потом мы будем обрезать это все и можно случайно зацепить нитку. На кусочке розового фетра мы вырезаем еще одну дополнительную накладочку, тоже для объема. И пришиваем ее швейными нитками аккуратно, соблюдая контур. Для того, чтобы оформить контур броши, я буду использовать жесткую канитель золотого цвета диаметром 1 мм. Для работы нужно будет ее немного растянуть. И формируя нужные нам изгибы, прикладываем к заготовке и пришиваем. Пришиваем с помощью мононити. У меня это обычная мононить. Можете использовать леску, можете использовать какие-то нитки под цвет канители, но мононить лучше, ее не видно. Для того, чтобы четко формировать нужные нам изгибы, вы можете применять дополнительные инструменты, можете взять пинцет или какие-то плоскогубцы, так будет намного удобнее. Когда мне лень, я могу делать это просто ногтями. И если вам не жалко свой маникюр, можете делать точно так же. Но пинцетом удобней. Не забываем, что пришиваем канитель также очень аккуратно, чтобы стежки не были большими и не выходили за контур броши.
Так, наконец, мы будем заполнять брошь. Для этого я использовала черный бисер. У меня это фирма Preziosa, размер 10. Пришиваю следующим образом. Сначала я для закрепления могу пришить просто одну бисеринку и вернуться, пройти через нее вновь, набрать на иголку 2 бисеринки, пришить, вернуться на одну бисеринку назад и пройтись по последней еще раз. И таким образом, делая один шаг назад, возвращаясь на одну бисеринку назад, мы закреплять будем фактически каждую. Я прикреплю схему для удобства, вы все поймете. Данная схема называется «Шов назад иголку». Почему я использую именно данный вариант? Если мы каждую бисеринку будем пришивать по отдельности, есть шанс того, что они будут выглядеть неровно, будут располагаться неровно и не будут стоять так плотно, как нам хотелось бы. Весь этот участочек я хочу заполнить исключительно черным круглым бисером. Верхнюю часть помады я также заполню черным бисером, но ровно наполовину. Затем для того, чтобы придать эффект блика или перехода цвета, я добавила круглый бисер с эффектом, я не знаю, как правильно называется этот бисер, у меня не осталось упаковки, но это радужный эффект на поверхности, такое необычное напыление, необычный цвет. И да, не забудьте, когда вы закончили пришивать ряд бисера, иголкой нужно вернуться через все бисеринки и закрепить нитку еще раз. Таким образом вы выстраиваете ровный, аккуратный ряд из бисера. Теперь в расход у нас идет канитель. Это канитель фиолетового цвета, глянцевая, мягкая, размером 1 мм. Я отрезала кусочек для того, чтобы придать блик на углу, на стыке стеночек. И пришиваю просто обычным стежком несколько раз, чтобы она плотно держалась и никуда не ездила. Если вам неудобно, можете также использовать пинцет. Теперь мы разнообразим наш рисунок и добавим еще и синюю мягкую канитель, также диаметром 1 мм. Прикладываем ее просто к заготовке и подгоняем нужный нам размер. На самом деле вы можете заполнить любой канителью, какой вам хочется, можете не заполнять канителью вообще, можете использовать только бисер. Я для разнообразия добавила еще и стеклярус. Он не просто черный, он также с переливами. Ну, на данный момент это не видно, но когда брошь двигается, когда играет на ней свет, это видно, что стеклярус имеет необычное покрытие.
верхней части броши я сделаю еще один столбец из черного бисера. И серединку буду заполнять канителью. Так будет интересней. Пришиваем также, как будто это стеклярус. Не забываем несколько раз пройтись по канители туда и обратно для плотности крепления. И затем в расход у меня идут розовый, фиолетовый и малиновый цвет бисера. Они все примерно похожи, но немножко различаются по оттенку. Таким образом, я тоже хочу придать эффект бликов, переходов. В палитре, конечно, бисер этот различается намного ярче, более явно. Когда пришиваешь, немножко это теряется. Но я думаю, это за счет того, что розовый фон взяла я изначально. Но это не страшно. В принципе, эту брошь можно вышить, используя всего лишь два оттенка бисера. Черный розовый или там черный красный. И вообще не заморачиваться. Формируя цветную часть помады, я чередую между собой более темные и светлые цвета бисера, чтобы также показать участок, где есть блик. Он у меня примерно посередине, там столбец из светло-розового оттенка бисера. Весь бисер, что я использую, это исключительно Чехия. Мы уже на заключительном этапе. Расчехляемся и аккуратно вырезаем по контуру, отступая 1 мм от края броши. На черном фетре обводим заготовку и вырезаем. Это будет наша изнаночная сторона. Прикладываем, смотрим, чтобы края совпадали, обрезаем излишки. На изнанку заготовки наносим клей и прикладываем картонную заготовку. Это наш каркас. На черном кусочке фетра мы делаем наметки, где будут прорези для того, чтобы вставить булавку. Булавочку я вставляю острым концом вперед, чтобы головку не протаскивать и не рвать фетр и не делать на нем огромных дырок. Наношу немного клея, чтобы зафиксировать булавку. Не нужно сильно прижимать детали, потому что клей может пропитаться через фетр и дать разводы. Также наносим клей на картон и прикладываем изнаночку. Потихонечку прижимаем, но не усердствуем. Теперь у нас фактически финиш. Мы будем закрывать край. Делаем это при помощи мононити и бисера. У меня это также чешский бисер, круглый, десяточка тоже. Делаем так, как делаю я. Я использую сначала 2 бисеринки и прошиваю обе полоски фетра с захватом канители. Зачем? Таким образом край будет закреплен максимально. Можно, конечно, канитель не захватывать, но я считаю, что в данном случае это будет наиболее выгодное решение. И пришиваю бисер, как обычно. По поводу того, как пришивать. Вы можете
поставить на маленькую скорость и смотреть в замедленной съемке. Также у меня есть отдельное видео о том, как закрывать край броши. Существует множество способов. Я сняла видео о самых простых и самых распространенных. Вы можете посмотреть, я добавлю видео в подсказке и в описании внизу. Бисеринка, которая была свободная, она послужит для закрытия края. В нее, собственно, у нас и зайдет иголка в конце. Господи, как это сложно объяснить, но на деле это все очень легко. Ну и, собственно, прячем конец мононити. Брошь готова. Можно носить ее как отдельно, так и в паре с брошью губы. Эту брошь мы делали с вами не так давно. Видео об этом также есть. Вы можете найти его на моем канале. Я добавлю его здесь в подсказке и в описании. Надеюсь, что видео вам понравилось. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, а также поделитесь этим видео со своими друзьями. Таким образом, вы поможете развитию моего канала. Спасибо всем за внимание, целую всех, пока!